Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ. Вот такой вот тяжеленький чемодан сегодня приехал ко мне на обзор от бренда Janssen. Значит, приехал чемоданчик вот такой вот полумягкий. Я думаю, вы все знаете такие кейсы. Значит, имеется две рукоятки и дубль такой вот замочек. Открываем, смотрим комплектацию. Опа! Так, есть здесь коробочка с оснасткой, инструкция и вот такая вот комплектация. Все было упаковано в целлофановые пакетики, все это дело я распаковал, конечно же, для красоты картинки. Вот. Данный набор я бы назвал, наверное, набор для домашнего мастера. То есть для того человека, допустим, у которого совершенно нет никакого инструмента, он решил купить себе гайковерт, там покрутить что-то там раз в полгода в машине, да, допустим, либо шуруповерт ему нужен, повесить картину, картонку и маленькую собачонку. Это замечательно, клянусь богом. Все это из серии компакт, то есть очень компактный инструмент. Если он будет соответствовать своим характеристикам, ну я в частности говорю о гайковерте, то это будет в принципе как бы супер. Визитка Janssen, на обратной стороне визитки опять же QR-код службы поддержки. Ставим, друзья, паузу. Опять же, если кому, не дай бог, понадобится, сканируем и обращаемся. Визиточка. Значит, имеется у нас, друзья, инструкция. Смотрим, что у нас по инструкции. YSLM2 это у нас гайковерт. YSDZ04 это у нас шуруповерт. В комплекте также имеется зарядное устройство. Вот смотрите, хочу обратить внимание на ложемент. Ложемент полностью пришит и зашит. И его вытянуть, вот, еле вытягивается все. К сожалению, на зарядке никаких нет наклеек и этикеток, указывающих нам о ее характеристиках. Ну, я думаю, не выше 2 ампер данная зарядочка будет. Особым плюсом хочу отметить, это возможность повесить на стенку данную зарядку. Два, друзья, аккумулятора. Опять же, вот еле-еле вынимаю. Максимально 4 ампер часа, 21 вольт, 10 элементов. Все полностью указано. А где у нас индикатор? Лампочки видны, кнопки нет. Следовательно, все это дело вот этой вот кнопочкой. Видите, индикатор с двух сторон. Корпус аккумулятора внизу прорезинен. Вот, довольно такой неплохой, я бы сказал, по крайней мере, друзья, на ощупь корпус. Раз аккумулятор, два аккумулятор. Все то же самое, видите, заряд полный. Опять же, друзья, они заряжены примерно там на 75%. Поэтому, как я всегда говорю, как только получили вы свой инструмент, поставили там 1 или 2 аккумулятора на зарядку, если у вас вторая зарядка есть. Вот, кстати, аккумуляторы могут заряжаться как вот на такой зарядочке салазкового типа, так и на зарядке вот штырькового типа. Поэтому дозарядили до конца и только потом взяли инструмент и пошли там что-то пробовать на колеса свои крутить. А то купят, этот аккумулятор наполовину заряжен и сразу на тест колеса он там не берет, а инструмент. Ну, мы с вами, конечно же, все это дело протестируем. Я надеюсь, вам виден полный комплект. И обращаемся опять же к инструкции. Как мы видим, инструкция на русском языке. Содержание, то есть какие-то правила техники безопасности, характеристики двух инструментов. Все мы видим в цвете. Все для нас, русскоязычных, все в принципе доступно, как бы и понятно. Вот такая вот немаленькая, друзья, инструкция. На задней странице инструкции мы также имеем QR-коды с такой вот надписью. Так, я заверну характеристики, инструкцию с характеристиками, и давайте по порядочку смотреть. Про аккумуляторы мы с вами поговорили. 2 аккумулятора по 4 ампер часа. Давайте сразу мы сделаем контрольное взвешивание инструментов и посмотрим, что да как у нас весит. Так, вот так, наверное, будет хорошо. Врубаем весы. Начнем с аккумуляторов. Первый аккумулятор пошел 638 грамм. Довольно немаленький вес для четверочки. Второй аккумулятор 638 грамм. Брат его близнец. Шуруповерт у нас весит 855 грамм с аккумулятором. Кило 492, плюс какая-то там сверлышко-оснасточка, получаем ровно 1,5 килограмма. Так, и наш гайковертик. Вот такой вот тоже малыш. Ага, его я так просто не взвешу. Его надо как-то так. Оп.
Кило 184 и, соответственно, с аккумулятором. До конца не буду защелкивать, кстати. Видите, попал темлячок. И с аккумулятором у нас он весит кило 820 грамм. Плюс головка, там, кило 800, не знаю, там, кило 900, пускай возьмем, смотря какая, конечно, головка. Так, наверное, со взвешиванием мы с вами покончили. Все нам стало понятно. Теперь, по-быстрому посмотрим, друзья, на оснастку. Посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Первым делом нас встречает вот такой вот гибкий вал. То есть, смотрите, что можно делать. Ну и давайте, конечно же, мы с вами это все дело зажмем. Допустим, вынемем, найдем здесь биту. Ух ты, как тут всего много-то. Вот бита вижу. Ну, давайте попробуем, войдет такая бита, либо не войдет. Что-то тут не входит. Бита не входит, поэтому, видимо, надо искать, друзья, переходничок. Давайте, короче, раз бита. Вот такой вот классный переходник для бит, собственно говоря, для гайковерта под размер 1/2 дюйма. Пробуем все это дело одеть. Опа! Отпускаем и ставим биту. Давайте проверять. Хоп! Все, бита у нас не выезжает. Есть небольшой люфтик. И можем, собственно говоря, что-то там крутить и пользоваться. Точно так же, как и шуруповертом. Отлично. Сверлышко. Диаметр указывать не буду, друзья. Нет мне в этом никакого смысла. И вам тоже, да? Вот такой вот наборчик из 10 пластиковых вставок с саморезиками. Опять же, повесить картонку и маленькую собачонку. Вот наш переходничок, наверное, под биты. Ну, это переходничок под данные биты. Так, вот. Покажу вам размерность, читайте сами. Непонятно только почему. Почему? Логически все это дело должно как бы подходить. А оно не подходит. Странно. Странно. Ладно, едем дальше. Наборчик головок. От скольки? Ага, и тут даже не подписано, но на самих головках. От 4 мм до, я так понимаю, 13, да? До 12 мм. Наборчик головок. Значит, сверлышко, перо по керамике, стеклу. Трубчатое сверло по керамике, стеклу. Головка ударная, но это не ударная. Выполнена как ударная, хром, ванадий 17 мм. Головка 21 мм. И головочка по логике 19 мм. То есть все головки на все стандарты основные болтов. 17, 19, 21, да? Да. И вот такой вот наборчик сверл. Давайте все-таки покажу. Здесь у нас сверло по дереву. Потом точно такое же перо по керамике, стеклу. Сверлышко по металлу. Вторая точно такая же бита. Сверлышко по дереву. Сверлышко по металлу. И еще 2 сверла по керамике и, соответственно, стеклу. Да. Получается у нас в комплекте 3 одинаковых сверлышка. С алмазным напылением. Вот такой вот, друзья, комплектик. Такая вот оснасточка. Все-таки меня не покидает идея взять, допустим, этот переходник и взять... А если взять эту биту и вставить сюда... О, все подходит. В наконечнике есть магнитик. Бита не выпадает. И смотрим, вращаем. Вот таким макаром можем куда-то подлезть и закрутить какое-либо угловое соединение. Вот такое расстояние минимальное. Отдельно продаются адаптеры, то есть еще с меньшим расстоянием, поэтому можно все это дело отдельно прикупить. Вот как бы так все это работает. Магнитик довольно неплохой, друзья. Давайте, наверное, я сборку буду рассказывать и показывать. Ух ты, смотри, как хорошо сидит оснастка.
Здесь очень много выступает колечко, поэтому вся оснастка держится отлично. Так, по сборке сразу давайте смотреть. Приятный дизайн, как всегда у Janssen. Вот такой вот серый пластик с такими блестящими белыми точками-вкраплениями. Вот, по виду все выполнено, в принципе, в одном и том же стиле. По сборке никаких претензий абсолютно нет. Опять же, шов виден как здесь, так и здесь, но руками он никак не чувствуется. И вот в руке лежит инструмент довольно-таки неплохо. Так, занимаемся шуриком. Берем очки и читаем, что у нас здесь написано. Так, вам видно? Значит, максимальное усилие 50 ньютон. Ну, друзья, честно скажу, сомневаюсь, что он 50 ньютон выдаст. Вот, и number of impacts, то есть получается IPM, удары в минуту. А где обороты? 1150 на первой скорости, 2150 на второй. То есть у нас шурик имеет первую и, соответственно, вторую скорости. Также имеется, друзья, кольцо усилий. Кольцо усилий у нас имеет 25 положений. Вот так это все дело работает. Переключается четко. Отлично. И имеется просто положение сверления. Вот оно. Все. Никаких ударов у нас здесь нет. То есть маленький шурик сугубо для каких-то домашних работ. Ну, я думаю, подойдет каким-нибудь, не знаю, там, мебельщикам, наверное, еще, так как размерчик у них довольно-таки компактный. Что касаемо патрона. Значит, патрон у нас может зажимать сверла от 0,8 мм до 10 мм. Имеется, вот смотрите, аккумулятора нет, ничего нет, имеется блокировка. Щелк и щелк. Ничего и никак не проворачивается. За это тоже огромный плюс. Ну и, конечно же, имеется подсветка. Так. Вот опять же, возвращаюсь к этим данным. Скорости у нас не указаны, указаны обороты в минуту. Но эти данные, друзья, больше похожи на скорости. Поэтому берем всем знакомую мою головочку и будем заниматься измерениями. Так, переключаем на первую скорость. Устанавливаем все это дело. Скорости меняются кнопочкой. Вот от такой вот маленькой до такой. Все это на первой скорости. Так, ну и что, поехали. Включаем тахометр. 1000, сколько там? 1150, 2150. Ну, смотрим. А мы имеем на первой скорости 410 оборотов. И если мы даже умножим на количество ударов, поскольку у нас приходится на один оборот 2 удара, то мы получим примерно 820. А у нас заявлено 1100. Ладно, вторая скорость. Поехали. Ну, 1334 оборота. Что тоже не дотягивает до 2150 оборотов. Да. Поэтому я не понимаю все-таки здесь обороты либо удары. Ну, в любом случае я все измерил и, как говорится, показал вам. Давайте еще раз тестанем. Ну, как ни крути, 1340 оборотов. И еще раз давайте все-таки первую скорость, чтобы нам не быть голословными. Все тех же 410 оборотов, как ни крути. Ну что в нашем шурике имеется? Подсветочка. Подсветка, в принципе, не должна особо затенять, но, конечно, подсветка лучше, чтобы была здесь. Здесь у нас нет никаких кнопок, ничего отсюда не управляется, от слова совсем. Есть режим блокировки, когда по центру выставляем вот этот вот рычаг переключателя, и клавиша у нас не нажимается. И, конечно же, имеется режим реверса. Сколько скоростей на реверсе, давайте смотреть. Сейчас первая скорость. И вторая скорость. Все, в принципе, то же самое. Вот такой вот, друзья, шурик. И давайте перейдем
к тестированию, конечно же, нашего гайковерта. У гайковерта у нас указано что? Смотрим. Еще раз напоминаем. 1550-2400 ударов в минуту якобы. Но опять же, это больше напоминает обороты. Одеваем головку. Вот, как я и говорил, кольцо очень сильно торчит. Вот здесь вот. И очень-очень плотно садится, друзья, оснастка. О, даже не натянуть, ты смотри. О, все. Так, что мы имеем здесь? Так. Что ж ты не жмешь? Или я не вижу? А, оно выключилось. Короче, освещение плоховато. Есть первая скорость. Первая. И вторая скорость. Фокус не ловится, не растет кокос. Ну, вот как-то так, я думаю, вы видите. Только две скорости. Это максимальная, а это первая. Итак, смотрим по заявлению и на самом деле. — 2000 оборотов на первой скорости. Вот это номер. Так, давай вторую скорость. Вторая скорость. Или наоборот тут, не знаю. Поехали смотреть. А тут 2400 оборотов. Давай-ка еще раз первую скорость переключим и посмотрим. Ну, грубо на 500 оборотов различие между скоростями. Но 2400 это, конечно, уже такая, как бы заявка на победу, да? Это замечательно, клянусь богом. Поближе к 2400. Ты смотри, а первая 1900, то есть больше, нежели указано. Все-таки это обороты, а не удары в минуту, друзья. Как ни крути. Вот этот вот малыш, считай, попал в свои характеристики. И это просто замечательно. Опять же, подсветочки дизайн точно такой же, как и в Шурике. Так, друзья, все это померили, посмотрели. Сейчас разбираем одно и второе по-быстрому и смотрим. Итак, поехали. Разобрал я наш шуруповерт. Вот, смотрите, крепится пластмасска. Снимаем пластмасску, не сломайте. Так, пробуем редуктор вытянуть. Редуктор не вытягивается, пока по ходу не разберем весь наш корпус. Он скрываться, как всегда, особо-то и не хочет. Ты смотри, не все так просто. Опять винта не открутил. Нет, вроде бы все откручено, но он не открывается. Опа, есть контакт. Почему-то открылось не там, где хотелось. Ну да ладно, будем, значит, открывать отсюда. Хоп, лампочка подсветки. Итак, смотрим. Вот такой вот узенький движок. Сразу давайте замеряем его по металлу. Нолики есть. 12 миллиметров по металлу наш движок. Так, токосъемник. Опять же под батарею а-ля Makita. Припаяно, в принципе-то неплохо. Отлично. Опять у нас идет контроллер в пластиковом корпусе. Все залито компаундом. Пайка довольно-таки добротная. Кнопочка с регулировкой скоростей. Вот кому интересна ее маркировка. Так, давайте снимем движок. Все это дело достанем. Так, разобрался у меня редуктор. Смазка есть, но я бы сказал, что не особо много данной смазки в данном редукторе. Так, как попасть? Наверное, уже не попаду никак. Потом буду все это дело собирать.
Видите, он сам собой разобрался. Так, ну да ладно, пускай все это дело лежит. Мы с вами снимем. Ну и покажу вам немножко поближе. Одна звезда осталась там, шестереночка. Вот как-то так. Ну и здесь опять же. Смазка есть. Ее, в принципе, как бы и достаточно для шурика. Вот, но, наверное, надо будет немножко сюда подбавить. Дальше. Движок. Вот такой вот у нас, друзья, малыш. Ну, опять же, диаметр на глаз у нас 26 миллиметров. Как ни крути, как ни верти. Магнитится отлично. Да, я немножко кривовато взял. 26 миллиметров. Общая длина, кому интересно, пожалуйста, 50,5 миллиметров. Подшипнички совершенно маленькие. Куда ж ты магнитишься? Возьмем так, 13 миллиметров. И этот подшипник, он будет больше, наверное, 16. Да, 16 миллиметров. 16,06. Вот, и как бы наш весь движок. Что касаемо обмотки. Так, померить нам обмоточку. И где ее померить? А вот здесь. Так, не то взял. О, 0,8 миллиметра провод. Давайте еще в каком-то месте. А места больше как бы и нету. Да, 0,8 миллиметра провод. Вот в двух местах померил. И вот вся наша, грубо говоря, электроника. Выглядит следующим образом. Ну, то есть 50 ньютон, я бы сказал, наверное, все-таки здесь, друзья, и нету. Все, по данному гайковерту посмотрели, смотрим. То есть по шуруповерту посмотрели, смотрим наш гайковерт. Да, видите, не сказал я, что у нас есть в нем место под биту. Есть и переходник, и можно просто вставить биту. Ну, замечательно, замечательно. Опять же, для домашнего мастера будет просто незаменимой штуковиной. Так, вот у нас все располовинилось, все разобралось. И давайте как-то смотреть. Солнечная шестереночка имеет вот следующий вид. Так, извиняюсь, я положу немножко бумажки, чтобы было куда все это складывать. Имеется вот такая прокладка. Так, и давайте все это дело выбросим сюда. Опа! Внутри смазки, в принципе, достаточно. Видите, весь молот и наковальня, в принципе, как бы в смазке. Имеется металлическая втулка и имеется вон черненькая внутри шайба. Все выполнено просто изумительно. Как вы видите, фрезеровочка и отливка без пор. Все как бы на высшем уровне. Так, ну что, давайте поэтому померяем немножко чего-нибудь, да? Так, а что мы с вами померяем? Наверное, померяем чашечку вот эту вот, сам колокол. Так, видно вам, видно 186 грамм. Померяем отдельно наковальню. Смазки здесь хватает. Отлично. Наковальня 79 грамм. Обычно нам, по-моему, в районе 100 грамм у остального инструмента. И вот про что я говорил. Вот у нас раз удар. И следующий оборот у нас 2 удара. То есть, если мы намерили здесь 2400 оборотов, то ударов в минуту должно быть 4800. Вот как-то так. И скажу вам честно, до этого я сам как бы не доехал. Один комментатор вот написал, говорит, а что там мерить удары? 2 удара за 1 оборот. Ну, правильно, правильно, логично, логично. Поэтому вот, как бы так. Так, ну и молот с редуктором. Кто-то писал, почему ты меряешь молот с редуктором? Друзья, не хочется мне лезть и разбирать эту всю мелочевку. Видите, редуктор у нас трехшестеренчатый. Пружинка, тут шарики, все как обычно, все как всегда. И давайте измеряем. 280 грамм. Поэтому, да, разбирать я не буду все это дело. Смысла в этом просто я, друзья, не вижу. Ну что ж, и разбираем электрическую часть. Все, как я уже говорил, у нас под аккумулятор Makita.
Вот, пластик добротный, крепкий. Уже по пластику тут и разговоров быть не может. Вот, толстый. Кому интересно, вот в этом районе, давайте я померяю. 5 миллиметров пластик вот здесь. 4,95. 4. Так, что тут померить, где еще? Ну, тут опять же будет 5 миллиметров. Вот эта перепоночка что-то порядка, да, 1,5. Ну и здесь, не знаю, 4,40. Вот такой вот толстый, друзья, пластик. Так, здесь, в принципе, все то же самое. Та же самая кнопочка, все то же самое. И тот же самый контроллер используется, насколько я вижу и понимаю. Пайка, видите, отличная. Вот такая вот токопроводящая площадка. Кстати, друзья, кто-то просил меня посмотреть контакты. Не магнитится контакты, если что. Пожалуйста, винты. И, пожалуйста, контакты. Абсолютно никак не магнитится, что есть очень хорошо. Так, давайте одновременно мы с этим проверим и эти контакты. Опа! А уже в шурике магнитятся, видите? Площадки использованы разные. Вот тебе и раз. Так, контроллеры, как я уже сказал, полностью одинаковые, идентичные. В пластиковом корпусе, залитые компаундом. Токи здесь будут небольшие в этом движке. Движки, кстати, тоже, друзья, братья-близнецы. Движки братья-близнецы. Давайте-ка мы замеряем диаметр. 48 миллиметров, скорее всего, будет. Да, 48 миллиметров. Движок от, собственно говоря, шурика. И движок от, ну да, 48 миллиметров. То есть двигателя просто братья-близнецы. Подшипничек с крышкой у нас снялся. Так, и вынимаем сам движок. Ну и вот так это все дело у нас, друзья, выглядит. Вынимаем ротор. Вот ротор, конечно же, имеет уже другие габаритные размеры, так как у нас на валу тут есть шестерня, а здесь вот такая шестерня. А так, в принципе, движок, считай, одинаковый. Но немножко ротор длиннее. Здесь у нас ротор был в шурике, сколько там, 16 миллиметров? 12 даже миллиметров. Здесь у нас, по-моему, 15 миллиметров. Да, 15 миллиметров. То есть немножко движок, соответственно, гайковерта шире, нежели движок шуруповерта. Вот их все отличие. Так, и кому интересно, давайте подшипничек и этот померяем. 16 миллиметров. И этот, наверное, 16. Два одинаковых. Да, два одинаковых. Ну и развесовочку двух якорей. Значит, из гайковерта 89 грамм. И, соответственно, из шуруповерта 73 грамма. Вот, народ. На этом, наверное, все. Еще что, померяем с вами вид точек, да? Где-то, наверное, здесь. Я думаю, тоже 0,8 миллиметра. Там я что-то схватил не то. Это тоже что-то я схватил не то. Тут двойная проволока. Вот попробуй померяй. Во. Нет. Что-то тут не так. Во. 0,76. Ну, те же 0,8, грубо говоря, миллиметров движок. Все, друзья. Все сворачиваю, все собираю. И пойдем, наверное, больше внимания уделим гайковерту, протестируем, нежели шуруповерту. Короче, народ, не знаю, как его вам протестировать, этот малыш, да. Взял 95-й там или 96-й саморез. Вот, загоним его просто на 25-м усилии в брус 100 на 100. Ну, если он его загонит, он загонит, соответственно, и меньшие, и на сверлении, наверное, больше. Поэтому смотрим, как пойдет. Все, сработала трещотка, шляпка у нас за подлицо. Давайте проверим на сверлении, сможем ли мы его притопить еще больше. Режим сверления. Поехали. О! Он еще и туда гонит. Ну, а теперь выкручиваем. Вот как-то так. То есть, чего еще надо для такого малыша,
для бытовых целей, да. И недавеча, как сегодня, я видел одну вещицу. Вот, как мужик говорит, как и чем просверлить в бутылке дырень. А мы с вами помним, что была в комплекте такое вот сверлышко трубчатое по керамике, стеклу. И попробуем просверлить. Кстати, вот я не помню, на обзоре я показывал или нет. Блокировочка вала, и вот срабатывает трещоточка. Очень все классно и отлично. Принесу маслица, попробуем маслицем капнуть и с маслом сверлить. Так, ну что, капаем масло. Капельку. И пробуем. Что получится, не знаю. Так, первая скорость, ну пускай будет первая. Режим сверления. Погнали. О! Да, чтобы начать сверлить, надо какой-то шаблон, наверное. Или зайти, попробуем под углом. О, ребята, нигде не смотрел, сам только что доехал. То есть для того, чтобы начать сверлить стекло, заходим не прямо, а под углом и медленно-медленно выравниваем. И получается, у нас уже вот получилась лунка. В эту луночку капнем маслица. И пробуем дальше. Что-то сверлит. А если оборотиков добавить? Ой, продавил. Ты смотри, как получилось. Так, оботру об землю. Это масло. И вот, друзья, у нас получилось вот такая вот культурная, просто культурное отверстие. Вот уже с той стороны видны сколы. Вот это я его продавил. А так, если медленно, аккуратненько сверлить, то, пожалуйста, получается очень даже приличное отверстие. И получаем как бы рабочие вот эти вот сверла. Ну, а теперь идем тестировать гайковерт. Ну что ж, народ, погнали, потестируем вот этого малыша. Вы все помните его заявление, 350 ньютон. Значит, ключ выставлен на 350 ньютон. Сверху вот уставка, сброшена 0. И давайте с вами все это дело зажимать. Ну, давайте допустим среднюю гайку. Ой, они все отпущены, как всегда. Ну вот так, 350 ньютон. Так, больше удлинитель мне не нужен. Есть, 361, друзья, ньютон. Ну что ж, летающая камера, как всегда. 361,4 ньютона. Пробуем откручивать. Так, ключик сюда положим. Так, головка. Головка на 32, 1/2. Ну и пробуем. Так, максимальная скорость. Максимальная скорость без стопа. Поехали. Ой, средняя, да? Ой, на 36 головку взял, а не на 32. Ну да. Попалась на 36. Вот головочка моя на 32. Погнали, смотрим. Возьмет, не возьмет. Я бы сказал, он чуть-чуть даже больше сможет. Но, друзья, мы больше с вами не будем. А мы просто сейчас сделаем замеры, сколько наш гайковертик сможет зажать. Итак, у нас две скорости, первая и вторая.
Поэтому, так, вторая скорость, да? Вот, первая скорость жмем. Нет, давайте со второй все-таки, чтобы аккумулятор был побольше. Это отпущено, это отпущено. Вторая и первая. Стучим примерно по 10 секунд. И переключаемся на первую скорость. Не знаю, видно вам, не видно, свет все это дело гасит. Ну и здесь тоже 10 секунд. Хорош. Берем наш ключик, сбрасываем его в нолик. 350 ньютон уставка стоит. Ну, мы посмотрим, сколько он сможет открутить. Итак, давайте сразу меньшую скорость. Тоже беру длинный рычаг, дабы нам весь момент словить. Хоп. Есть такой контакт. 205,4 ньютона. Надеюсь, видно. Это была первая скорость. Откручиваем до конца и крутим вторую скорость. Ну, давайте сделаем сброс. Хотя, опять же, друзья, сброс не нужен. И да, друзья, не пишите мне, что правильно будет это дожимать. Полностью с вами согласен, но на дожим мы никак глазом с вами вот эту вот границу не возьмем. Вот, поэтому я всегда делаю эксперименты на откручивание. Поехали. Это у нас будет вторая скорость, максимальная. Всего две скорости у гайковерта. И крутим. Опа. И здесь он у нас смог зажать 305,4 ньютона. У нас сегодня все 0,4. Надеюсь, вам видно. Итак, народ, сегодня на обзоре был у нас вот такой вот комплект из малыша шуруповерта и малыша гайковерта. Мы все видели, как они работают. В принципе, шурик да и шурик, что с него взять. Вот здесь опять же нету сверления с ударом. Просто бытовой шуруповерт компактного размера. И, я думаю, всегда пригодится вам в хозяйстве. Также можно сказать и о данном гайковерте. То есть компактный размер, гайковерт малыш. Ну, головку вы не берите в расчет, видите, моя ладошка. Влезешь как бы в любую дырень автомобиля. Вот, конечно же, где-то что-то он не сможет открутить. Это ступичная гайка, возможно. Возможно, не сможет открутить шкив коленвала. Но основную обслугу своего легкого автомобиля вы всегда сделаете. Давайте еще маленький эксперимент проведем. Вот. Понятное дело, что все это массивно, эти головки и гайки на 32. Вот мой автомобиль. Всегда зажимаю колеса 120 ньютон. Хотя положено не то 105, не то 110 на мой автомобиль. Renault Captur. И на прощание сейчас попробуем открутить один колесный болт. Возьмет, значит, будет вообще супер. Колеса у меня не крутились с момента переобувки. То есть с весны. Я думаю, всех этот такой вот эксперимент устроит. Поехали. Ну что ж, погнали. Какой болт? Ну, давайте любой болт снимаем. Колпачок. Вот, головка на 17 ударная, хром-молибден. И попробуем открутить. Что у нас получится? Опять же, с весны колеса я не снимал. Поехали. Вообще, видите, вообще без напряга, без абсолютно малейшего напряга. Вот так, кстати, никогда не делайте. Потому что можно запороть, друзья, резьбу. Так, давайте еще один. А то скажете, я тут приоткрутил, закрутил. Поехали, смотрим на вращение. Вообще, видите, абсолютно без напряга. Поэтому, друзья, опять же, для собственных каких-то бытовых нужд и целей вам данного малыша абсолютно хватит обслужить свой автомобиль. Причем без боязни сломать или порвать какой-то там болтик. Ну, болт на 8, если там что-то сильно закисшее, то я думаю, тоже он оторвет. А на сегодня всем поке.